Германия будет участвовать в коллективном ударе по России. Предупреждение для Путина из уст нового канцлера Мерца. Что обещает? В Литве призвали не бояться ядерного удара. Заявление дали Грибаускайте на фоне масштабных учений НАТО и заявлений России, которая готова отражать атаки. Путин не летит в Стамбул. Как и с кем пройдут долгожданные переговоры в Турции? Сутки до развязки. Мы собрали важные заявления всех сторон. И о чем заявил Путин накануне? Удар по Крымскому мосту. Россияне укрепляют переправу. ВСУ готовы, но существует табу. О чем речь? Окончательно и официально Украина подписала все соглашения о сделке по редкоземельным минералам. Но почему прибыль пойдет лишь к 2040 году? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Будет ли удар по Крымскому мосту? Этот вопрос вновь на повестке дня в Украине. Переправа по-прежнему является логистической артерией для ВС РФ. Но сейчас приобретает все большее идеологически-стратегическое значение. Так считает капитан первого ранга, экс-замначальника штаба украинских военно-морских сил Андрей Рыженко. Он говорит, что ВСУ сейчас имеют все средства, необходимые для того, чтобы поразить Крымский мост. При этом россияне значительно укрепили его, что говорит об адаптации двух сторон к нынешним событиям. При этом Рыженко также дал четкий ответ, есть ли смысл сейчас бить по мосту. Давайте послушаем. С другой стороны, мост приобрел и политическую окраску. Не исключаю, что в контексте переговоров о перемирии ведутся какие-то торги, и вопрос с мостом поставлен на паузу. Мы видим, что президент США Дональд Трамп старается избегать определенных моментов, которые могли бы сильно расстроить Путина. А удар по Крымскому мосту полностью похоронил бы мирные инициативы. Рыженко, который родился в Севастополе, закончил Черноморское высшее военно-морское училище, а также проходил учебу в школе офицеров надводного флота ВМС США, Крым знает вдоль и поперек. Он говорит, что сейчас с полуострова вышли только основные и самые новые единицы флота России. При этом около 200 единиц остается в Крыму. Преимущественно это суднообеспечение. И есть лишь несколько десятков кораблей и катеров разных классов, которые готовы выполнить основные оперативные задачи России. Речь идет о блокаде Черного моря. Могут уничтожить любой гражданский корабль, который решится пройти в Украину через открытое море за пределами территориальных вод Турции, Румынии или Болгарии. НАТО поднимает ставки. В Литве стартовали масштабные военные учения. В России считают, что они направлены против них, а поэтому готовы отвечать. Предупреждение сделали в ведомстве Лаврова. Его замы. Меры уже принимаются. Они были анонсированы, воссоздаются 2 военных округа, создается в Карелии танковый корпус. Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России. В Литве гремят танки и ревут истребители. Военные маневры с участием 8000 бойцов, сотен танков, самолетов и кораблей будут продолжаться на протяжении 2 недель. В Североатлантическом альянсе утверждают, что учения направлены на то, чтобы отправить сигнал Москве о том, что страны-члены НАТО готовы защищать своих союзников и бороться за каждый сантиметр альянса. Об этом заявил командующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Vaikšnoras. Москва, как мы уже слышали, в ответ восстанавливает 2 военных округа и формирует танковый корпус в Карелии. Шойгу же считает, что Европа готовится воевать с Россией через 5 лет, в 2030 году. При этом отмечу, что западные разведки говорят о том, что такое нападение готовит Россия. Я уже об этом неоднократно рассказывал в предыдущих выпусках. В то же время угрозы применения ядерного оружия не должны вызывать страх, поскольку сам этот инструмент потерял актуальность. Такое заявление сделала бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. Ядерное сдерживание было эффективным после Второй мировой и во времена Холодной войны, но не сейчас. Сейчас есть много других угроз, которые более опасны, чем ядерное оружие. Как считаете, дойдет ли рано или поздно до ядерного конфликта, или вы уже не переживаете, слыша подобные формулировки? Ответьте, пожалуйста, в комментариях. Германия будет участвовать в коллективном ударе по России. Фридрих Мерц, который только недавно стал новым канцлером Германии, вновь говорит, что по Москве придется ударить санкциями, если Путин и дальше будет всех игнорировать. Мы уже заявляли об этом в Киеве. Мы введем санкции против поставок энергии, а также против так называемого теневого флота, который постоянно действует в Балтийском море и насчитывает до 300 судов,
а также дальнейшее ограничение доступа к финансовым активам России. Мы настроены решительно, и я лично настроен начать это прямо сейчас с максимальной энергией и при любом возможном формате сотрудничества внутри Европейского Союза. Мерц поставил условия, озвученный им сценарий станет реальностью, если Кремль не выполнит условия до конца недели, а речь идет, я напомню, о согласии Путина на длительное прекращение огня как минимум на 30 дней. При этом сам Путин говорил, что он может и пойдет на какие-то перемирия, но после переговоров в Турции 15 мая. Зеленский же считает, что Путин просто боится ехать в Стамбул. Сам же Зеленский не будет встречаться ни с кем, кроме Путина. В Киеве говорят, что такая встреча нужна для того, чтобы сделать первый шаг ради людей. Это цитата. Зеленский также уверяет, что для встречи с Путиным ему не придется отменять никакие запреты на переговоры, которые он ранее сам и подписывал. Далее цитата. «Это нарратив Путина, что я должен что-то там отменить. Я себе не могу и ничего не запрещаю». Конец цитаты. Для разговора с Путиным Зеленский готов сделать все возможное. Я думаю, что если Путин не приедет и снова будет играть в свои игры, то это станет демонстрацией того, что они не готовы закончить войну. Это будет означать, что все обещания, трезвые и четкие обещания, которые были даны Соединенными Штатами, Европой и лидерами других стран, должны быть выполнены. Иначе Россию не заставят сделать какие-либо шаги к деэскалации. Это означает, что будут санкции. Я могу ожидать только мощных пакетов санкций от Соединенных Штатов против России. Путин не прилетит в Стамбул. В Турцию он лететь не собирается, об этом пишет массово и западная пресса, и издание «Верстка» со ссылкой на свои источники в Москве, которые утверждают, что Кремль даже не собирает журналистов, которые работают в пуле Путина для поездки в Стамбул. В этот пул входит и Зарубин, фактически личный журналист Путина. Тот взял интервью у Пескова, а Песков дал понять, что летят только делегации. Предлагаю послушать. Он постоянно говорит, что я готов уже. Сегодня он говорит, что я готов на все, чтобы встретиться с Путиным. Это чего вдруг? Послушайте, мы оцениваем только заявление президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону. Песков при этом, как вы услышали, не раскрывает того, кто будет в составе делегации. Западная пресса пишет о Лаврове и Ушакове как минимум. Со стороны США летят Марко Рубио, Уитков и Келлог. Келлог вообще заявил, что везут в Турцию интересный план по завершению войны. Мы надеемся, что президент Путин появится. Зеленский подтвердил участие. И если Трамп тоже будет там, это будет невероятная встреча. Мы подготовили так называемый терм-шит, проект соглашения. Мы считаем, что стороны должны начать переговоры. Мы уже обсуждали его в Париже и Лондоне. Думаю, если все трое лидеров появятся, мы окажемся ближе к заключению сделки, чем многие думают. Возможен режим прекращения огня и начало долгосрочного мирного процесса. Мы готовы. Будем там и посмотрим, что получится. В частности, США собираются обсуждать, кому достанутся и на каких условиях 5 регионов Украины, в том числе Крым, кто будет контролировать ЗАЭС, как вернуть 30 или 40 тысяч украинских детей из России, а также возможное размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши на территории Украины, которые будут контролировать режим прекращения огня. Келлог допустил, что не все будет идеально, но всем придется пойти на уступки. В России, кстати, заявили, что рассчитывают на прямой контакт с Украиной, но не уточнили, с кем именно. Позиция, которую мы отрабатывали и отрабатываем, она известна и озвучена публично. Наши представители готовятся к этому контакту. Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах. Интересна и реакция Путина. Накануне, когда было уже много сообщений о переговорах в Стамбуле, он не комментировал возможного полета, встречи и переговоров с Зеленским. Не реагировал на заявления Эрдогана и Трампа. Говорил лишь, что Россия не боится новых санкций. Вероятно, это был ответ на те предупреждения, которые делали европейские лидеры. Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они в ущерб себе же делают многие вещи.
кажется, что не будут того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же придурки. Вы извините, пожалуйста. Пока же Путина коллективно хотят заставить прилететь в Стамбул, Украина даже обратилась по этому поводу к Бразилии. Призвал Бразилию поддержать безусловное 30-дневное прекращение огня как основу для результативных мирных переговоров. Подтвердил готовность президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась. В ЕС же заявили, что экономика России перешла на военные рельсы и производит большое количество оружия, и если в Украине установится мир или перемирие, то Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию. Это слова Еврокомиссара по вопросам обороны. Несмотря на это, установление мира в Украине очень важно, и мы поддерживаем его всеми силами. Но при этом мы должны быть реалистами и понимать, это не означает, что Россия прекратит готовиться к новым агрессиям, будь то против Украины или против стран-членов ЕС или НАТО. Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием. Единственный способ сдержать российскую атаку – это повысить нашу готовность к ней. Друзья, каковы ваши ставки? Как считаете, прилетит или не прилетит? Как пишет западная пресса, Путин в Стамбул? Ведь так много сигналов со всех сторон. Напишите свои варианты и что будет означать его шаг? И как тогда отреагирует мировое сообщество? Будут ли те жесткие санкции, о которых все трубят? На этот вопрос также жду вашего ответа под видео. Спасибо. Поляки занимаются манипуляциями с целью непонятных выгод. Так в Украине комментируют протесты, которые вспыхнули накануне на польско-украинской границе, в частности на КПП Ягодин-Дорогуск. В Госпогранслужбе Украины говорят, что организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков. Эта специальная программа, она информирует водителей о дне и времени, когда они должны прибыть на границу, а не физически простаивать в очередях в пунктах пропуска. МИД Украины уже призвал польских коллег принять исчерпывающие меры по недопущению блокирования транспортных путей между Украиной и Польшей. Это была цитата. Кроме того, Киев обратился к Варшаве и Еврокомиссии с призывом найти решение ситуации путем конструктивного диалога. Вместе с тем обращаем внимание, что именно через сухопутную границу Украина обеспечивает экономическую устойчивость, экспортирует товары и ввозит необходимый импорт. Поэтому стабильная работа границы важна для украинской экономики. Работа пунктов пропуска не менее важна для Польши и соседних стран, поскольку речь идет об импорте иностранных компаний, которые уже понесли значительные убытки из-за предыдущих блокад. Украина и США заключили еще 2 дополнительных соглашения к сделке о недрах. Итого подписи представителей и Киева, и Вашингтона есть под всеми 3 документами о редкоземельных ресурсах Украины. Украинские СМИ пишут, что речь идет о соглашении об ограниченном партнерстве и соглашении о Limited Liability Company. Это общество с ограниченной ответственностью, которое будет выступать генеральным партнером в совместном инвестиционном фонде. При этом западная пресса пишет, что не все так гладко. Несмотря на то, что громкое соглашение между Украиной и США о разработке природных ресурсов стало реальностью, реальные проекты начнут приносить плоды не раньше, чем через 10-15 лет. До разработки еще очень далеко, равно как и до первой прибыли. Financial Times уточняет, что сторонам необходимо пройти несколько этапов. Годы геологических исследований, кроме того, может оказаться так, что лучшие месторождения, возможно, уже были разработаны. Однако значительные препятствия, включая продолжающуюся войну России против Украины, неполные геологические данные, сильно поврежденную инфраструктуру и риск коррупции, в дополнение к обычным сложностям запуска новых ресурсных проектов, означают, что шахты, разработанные в рамках соглашения, начнут добычу не раньше 2040 года. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.